Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы с вами будем обозревать Redmi Pad. В чем особенность этого аппарата? Что вам говорят из телевизора про рекламу? 2К разрешение, металлический корпус, самый дешевый на MIUI планшет, о котором мы все мечтали. Что мы имеем по факту? Ну, я вам расскажу сразу, наверное. Почему? Потому что мое мнение, оно основывается исключительно на ценнике. Не забывайте, кстати, подписаться на канал с колоколом, поставить лайк, написать в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. И вы должны помнить, плотность пикселей – это чуть ли не основное качество любого экрана. Так вот, она здесь запредельно низкая. Второй момент – возможность использовать симки. Разумеется, ее нет. То есть там слот, хотя он длинный, и microSD можно использовать, симки нельзя. Яркости экрана реально мало. Помимо этого, да, у нас хороший звук, но по большому счету на этом история заканчивается. Почему? Потому что ценник, который они предлагали, даже самый низкий на распродаже за 11 500, я его видел, на 3,64, это ненормально. До распродажи этот планшет стоил около 15, 18 стоил Mi Pad 5. Понятно, что нужно ждать, понятно, что это не рядом с домом, и вроде бы 15-18, разница в 3000. Но за 15 тысяч, когда они его предлагали, вы должны понимать, что Xiaoxin какой-нибудь, ленововский, имеет не худший экран, лучшее железо и продается дешевле. Самый дешевый планшет от Lenovo на распродаже стоил 8400. От Xiaomi 11500, и по спекам он был хуже. Я понимаю, что я для вас сейчас раскрываю все карты, и можно рассказывать с самого начала про стабильность процессора, про то, как хорошо упакован товар и что его он вам преподносит. Прям вау. Про то, что можно использовать Bluetooth клавиатуру, хотя обычную клаву от Xiaomi использовать нельзя, никаких магниток там нет. Так же, как и Xiaomi Pencil тоже. Но по факту нужно четко понимать, что это лоу-кост. Если вы смотрите этот ролик, и вдруг под описанием к видео, разумеется, будет ссылка на покупку, там вы увидите ценник до 10 тысяч рублей, я говорю сразу, вау, бегите, классный, для первого планшета ультра дешевого, которого не жалко разбить, пойдет. Если мы про телефоны говорим, там GPS, NFC, еще какие-то вещи важны, то в планшете важен в первую очередь экран. Вы для него его покупаете. Ставьте лайк за труды, смотрим. Перейдем же к распаковке. Поставляется данный планшет в белой коробке с картинкой самого планшета, названием модели и краткими характеристиками. Коробка пришла целая, как и сам планшет, что радует. И вообще упаковано все отлично, надежно и, можно сказать, царски. Нет ощущения, что ты покупаешь какой-то китайский лоу-кост, а это китайский лоу-кост. Наклейки с планшета снимаются хорошо, и клей не остается. В комплекте мы имеем кабель USB-A на USB-C, блок питания на скромные 22,5 Вт с запасом, так как сам планшет зарядку поддерживает только на 18 Вт. Также есть документация. Сам планшет небольшой, а именно 250 на 157 на 7 мм, а весит он 445 граммов. Слот в наличии, в него можно вставить только microSD. К слову, возможно, есть версии с сим-картами, но в продаже их нет нигде, и мы просто на это надеемся. Русский язык в стоке, что отлично, потому что планшет глобальный. Летим дальше. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band 6 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к планшету. Полетели. Приобрести Redmi Pad можно в серой, темно-серой и мятно-зеленой расцветке. Дизайн стильный и выглядит планшет очень даже хорошо. Корпус матовый и выполнен он из металла. Качество сборки хорошее, как и материалы. Корпус, к слову, не марки. В руках держать планшет удобно, печатать в вертикальном положении и в горизонтальном вполне комфортно. Грани прямые, но ладони не натирают из-за небольшого веса самого планшета, относительно небольшого. Можете писать мне неженка, но у многих планшеток потяжелее с острыми гранями реально натирают пальцы. Когда ты часами с ним лежишь или сидишь, это возможно. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C, OTG версии 2.0, что неудивительно, микрофоны, 4 стереодинамика с сертификацией Hi-Res Audio и Hi-Res Wireless. Звучание приятное для данной ценовой категории. Ко всему этому Dolby Atmos на борту с заготовленными эквалайзерами, даже кастомный эквалайзер есть. Мини-джека, как и ИК-порта, не завезли, что неудивительно, поддержки чехла клавиатуры нет, но с другой стороны можно, как правильно все продаваны говорят, ну Bluetooth клавиатуру любую из Китая закажите и подключите. Летим дальше. Redmi Pad оснащен IPS-дисплеем на 10,61 дюйма с разрешением 2400 на 1200 пикселей 2К. Рамки у экрана стандартные, одинаковые. Поддержка более 1 миллиарда цветов, но по большому счету, разумеется, это все как и контрастность 1500 к 1 для рекламы. Экран имеет сертификацию TUV Rainland, защита от синего цвета, а также сертификацию SGS низкой нагрузки на
зрения. Плотность пикселей 220 ppi, чего, как по мне, прям нереально ультра мало. И об этом я тоже говорил вам в начале ролика и повторюсь в конце, потому что ни копейки он стоит, хотя многие убеждают, что копейки Lenovo стоят. Яркость 400 нит при прямом попадании света на экран. Яркости не хватает. Не скажу, что на солнце пользоваться данным планшетом невозможно. Возможно, затруднительно, и точно вы перестанете им пользоваться после первой попытки. В домашних условиях яркости более чем достаточно. Частота обновления экрана максимум 90 Гц, а также есть еще 60 Гц и динамический режим. Тест на частоту дискретизации касания вы можете наблюдать на экране, и результат вообще не радужный. Автояркость работает отлично и быстро подстраивается под смену освещения. Под разными углами тон картинки слегка бросает в теплый оттенок. Мультитач есть, но на 10 касаний откликается очень плохо. Разблокировать экран можно стандартными видами разблокировки, а также распознаванием лица. Срабатывает распознавание лица хорошо как в вертикальном, так и в горизонтальном положении планшета, и даже под небольшим углом. Внести биометрические данные можно до 2 лиц, за что спасибо. Экран для повседневного использования в принципе пойдет. Смотреть фильмы, видео на YouTube, играть в игры, серфить в интернете можно без проблем, когда знаешь, сколько платишь и что в итоге получишь. Цветопередача видал я за эти деньги получше. Вспоминаем Lenovo. Угол обзора отличный, как для IPS-матрицы. В настройках для персонализации экрана под свои предпочтения функций немного, но они есть. Режим разделения экрана на борту, что некоторым будет удобно, что говорит о многозадачности устройства. Процессор MediaTek Helio G99 с техпроцессом 6 нанометров с 8 ядрами, максимальная частота которого 2,2 ГГц. Графический процессор ARM Mali G57MC2, интерфейс MIUI 13 для планшетов на базе Android 12 версии. Обновление мне лично уже прилетало пару раз, со вторым обновлением были проблемы, планшет в упор не хотел обновляться, но обновился. После небольших попыток получилось. Оперативная память LPDDR4X, и на выбор доступны 4, 6 и 3 гигабайта. 3 гигабайта, разумеется, мало. 6, учитывая, что процессор тоже не супер-мега быстрый, ну, норм, но без запаса. Внутренняя память хорошая, UFS 2.2, не eMMC, и на выбор здесь 64 или 128 гигабайта. Поддержка имеется Wi-Fi 5 серии, не 6. Разговаривать по видеосвязи через мессенджеры довольно удобно, микрофоны отрабатывают отлично, звучание четкое и хорошее. Вибромоторчика, к нашему сожалению, нет. Bluetooth последней версии 5.3, за что огромное спасибо. NFC, разумеется, не поддерживается, как и не поддерживается GPS. То есть все, кто хотели планшет в навигатор, не про этот планшет. Далее, емкость аккумулятора 8000 мАч. В PC-марке устройство выдало не как многие думали, что прям космос. Нет, 7 часов 50 минут. Это скромно, и причина в том, что, опять же, прожорливый, дешевый экран. Тест я проводил при 90 Гц и 100% яркости. Redmi Pad, как я уже говорил, поддерживает быструю зарядку на 18 Вт. С 0 до сотки заряжается барабанная дробь 2 часа 26 минут. Вообще не быстро, но в принципе планшетов мало, которые быстро заряжаются. Поедает за час просмотра на YouTube при максимальной яркости по Wi-Fi 11% заряда, то есть у нас получается в районе 9 часов. В играх в среднем уходит 20% заряда. Вы ощущаете, какая разница между рекламой, которую я не декламировал вам, как остальные блогеры, и реальными данными? Вот, к сожалению, в обычном домашнем сценарии использования вы получите вот такие результаты. Может быть, прошивкой что-то допилит и будет что-то лучше, но плюс-минус так же. Яркость при игре в Genshin Impact не сбрасывал. В целом в Genshin Impact играть можно на рекомендованных настройках или на низких, но все равно что-то там проскальзывает. В более легкие игры дела обстоят, разумеется, лучше, к примеру, в PUBG или танках. Перейдем же к тестам. Тротлинг тест проходит неплохо. 186 гипсов минимально, максимально 207, и в среднем 203 гипса на 100 потоках при 30 минутах. Но тоже особо громко в ладоши не хлопаем, потому что помним, что в планшете процессор намного проще охлаждать. Площадь больше, тем более металлический корпус. В Geekbench 5 в сингл-коре 527, в мультикоре 1697, 3D Mark показал Wildlife 919, Wildlife Extreme 256, Wildlife Stress Test 1083, Wildlife Extreme Stress Test 292, Slingshot Extreme 2504 и Slingshot 3385. В Antutu планшет выдал результат в 235 тысяч попугаев, Storage тест показал 19370. На холодную 30-минутный стресс-тест прошел стандартно. Результаты теста искусственного интеллекта 78 тысяч. Летим дальше. В тыльной части расположили блок с основным сенсором на 8 мегапикселей. Конечно, для такого сенсора могли бы сделать и поменьше блок, но для красоты автофокус, цифровой зум на борту, а вот цифровой стабилизации нет, не говоря уже об оптической. Запись видео доступна в максимальном разрешении 1080p 30 fps, режимов для фото и видеосъемки минималка, к примеру, ночная съемка видеоклипа, замедленная съемка, ускоренная съемка, а в настройках также есть немного вспомогательных функций, такие как сетка, ну и подобное. Фронтальный сенсор на 8 мегапикселей с углом обзора Focus Frame 105 градусов, максимальное разрешение для съемки его видео 1080p 30 fps. Качество видеосъемки и фотосъемки ужасное, что и стоило ожидать от планшета. Короткие примеры вы уже видели, для видеозвонков таких сенсоров в принципе достаточно. Минусы: нет мини-джека, нет вибромоторчика, хотелось бы получше фото и видеосъемку, нет вспышки
вспышки, которая была бы здесь логична, пусть даже камера не очень. За данный прайс всего 90 Гц и мало оперативной памяти, опять же за эти деньги. И, к сожалению, во время распродажи ничего не поменялось. Повторяюсь, что нет официального стилуса у него поддержки, официальной клавиатуры. Плотность пикселей просто шлак. Вопреки всему, несмотря ни на что, я надеялся, что ценник они сбросят как минимум на процентов 15-20 во время сейла, они этого не сделали. Если бы сделали, наверное, интонация в начале и в конце у меня была бы другая. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок. Надеюсь, вам импонирует мой подход, потому что любую железку я рассматриваю с точки зрения финансов. То есть, если девайс своих денег стоит, то никаких вопросов к нему нет, насколько бы он ужасен не был и фризил. Если по моим меркам за эти деньги можно найти что-то лучшее, либо добавить чуть-чуть и получить что-то другое, то девайс своих денег не стоит. Всем, кто оставит любой комментарий, огромное спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи и телеграм-канал скидок, где значительно более бодрые вещи по меньшим ценам были во время сейла. В принципе, 25 ноября будет такая же радость. Резюмирую. Redmi Pad выглядит внешне отлично, по материалам вопросов нет. Программное обеспечение хорошее, уже у планшетов оно допилено. Но за данный ценник производитель предоставил просто нереально скромные характеристики для железа. В первую очередь для экрана это вещь, с которой вы будете в основном в контакте. И я вам не говорю про какие-то заоблачные цены 15-20 тысяч, потому что это бред, лучше Redmi Pad 5 покупать. А даже про low-cost, то есть во время сейла они не опускали ценника ниже 12 тысяч с 3 гигабайтами оперативы. Друзья, мы смотрим на Xiaoxin от Lenovo или на Huawei старенький, или еще на кого-то. Там в разы лучше экраны, а если такой же дешман от Realme было брать, то там цена была 8509. В целом меня планшет разочаровал, они сделали красивую обертку, ее просто продавать в магазинах или пичить через YouTube, но по мне это максимально наглый девайс от Xiaomi, за последнее время я такого не видел. Сделали бы они цену ниже 9000 рублей во время распродажи на 3,64, вопросов нет. Я думаю, вы со мной согласны, напишите в комментариях. Может быть, я как-то не так мыслю, по вашему мнению, буду мыслить, стараться как аудитория. Девайсу от меня однозначно и нет, пока ценник не сделают ниже на процентов 30. Подписывайтесь на канал с колоколом. И резюмировать я бы хотел еще раз добавить. Вы должны понимать, что вот Xiaomi то, что сделала, это красивая оболочка, то есть хорошая подача, красивая коробка, красивая металлическая штуковина, которая однозначно не соответствует ценнику, очень сомнительный процессор, и по большому счету все. Они не старались, они старались продать и сделать какой-то эконом-класс планшет, выделиться среди остальных, но по мне это чуть ли не самое неудачное их устройство. Будем считать, что первый блин у них комом.